Привет, с вами Корней. Ну, а это мои гомункулы. И вот вы можете наблюдать такую интереснейшую картину. Пикачу вцепился в слоупока. Еще только сегодня утром, когда я уходил на работу, все было без изменений. А днем мне на работу позвонил внук и сказал: дед, с гомункулами происходит что-то странное. И вот когда я вернулся домой, застал такую картину. Вы можете видеть, что слоупок за это время подрос, он по размерам уже стал сопоставим с Пикачу. И, кстати говоря, гомункулы стали передвигаться. В банке это было непонятно, а вот в аквариуме это проявилось. Двигались они очень медленно, буквально по сантиметру, по полсантиметра в день. И вот Пикачу подполз к слоупоку и вцепился в него. И, кстати говоря, в последние дни Пикачу вел себя достаточно странно. Было такое ощущение, будто он нервничает. То есть он как-то резко очень дергался, не так плавно, как обычно. И я замерил его электрическую активность, она была приблизительно в 2 раза выше, чем обычно. Как вы видите, он очень сильно вытянул свою шею, чтобы вцепиться в слоупока, поэтому она стала у него выглядеть изящнее, тоньше. Ну, он и до этого как бы проявлял вот некую такую свою пластичность, но я не думал, что она вот до такой степени у него может быть. Время от времени по его шее проходит такая некая волна. Возникает ощущение, будто бы он что-то впрыскивает в слоупока. Мне кажется, происходит что-то подобное, как у пауков, когда они впрыскивают в жертву яд, и этот яд растворяет их изнутри, а потом паук выпивает вот эту уже переваренную массу. Мне кажется, Пикачу хочет именно съесть слоупока. Ну, конечно, в какой-то степени жаль. Скорее всего, слоупок теперь погибнет, вряд ли можно ожидать чего-то другого. Конечно, есть некое искушение вскрыть слоупока, посмотреть, что у него внутри, но мне кажется, все-таки намного интереснее посмотреть вот взаимодействие гомункулов. Все-таки их поведение это более интересное, чем какие-то, чем их внутреннее устройство, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому я не буду трогать, я подожду, пока этот процесс дойдет до конца, тем более я думаю, что это займет не так уж много времени. Все-таки слоупок будет съеден. Ну, а потом уже посмотрим, как поступить дальше. Прошел один день. Как вы видите, ничего практически не изменилось. Мне так кажется. Может быть, гомункулы чуть-чуть переместились, но я не уверен. Ну, по сути, они остались в точно таком же положении. И волнообразные вот эти движения у Пикачу, как будто он что-то впрыскивает в слоупока, продолжаются. Тем не менее, слоупок жив. И поскольку он практически никак не переместился, похоже, он не возражает против того, что происходит. И, в общем-то, я уже практически полностью уверен, что это не нападение одного гомункула на другого, а скорее все-таки они спариваются. Ну, конечно, это меня радует. Во-первых, слоупок останется жив. Во-вторых, ну, интересно ведь получить от них потомство. И интересно, каким образом это произойдет. Может быть, они живородящие, может быть, они откладывают яйца, может быть, это будет икра. Посмотрим. Кстати говоря, у слоупока, вот в том месте, куда присосался Пикачу, никакого отверстия не было. Но вот такой половой акт все-таки возможен. Это, конечно, малоизвестный факт, но, например, постельные клопы, они совершают половой акт в любое место тела самки. Они просто прокалывают и вводят туда сперму. А сперматозоиды уже самостоятельно в организме самки продвигаются и находят вот то место, куда им нужно прибыть. Возможно, здесь происходит что-то подобное. Ну что ж, я дождусь, когда вот это все закончится, и продолжу съемку. Итак, вот уже третий день. Гомункулы продолжают спариваться.
Вода, как вы видите, уже сильно помутнела, ее бы пора поменять. Но я этого не делаю, чтобы не беспокоить их. Я хочу, чтобы они спокойно довели свое дело до конца. Ну и за это время мне уже приходят разные странные мысли в голову. Если изначально как-то я решил, что Слоупок является самкой, а Пикачу самцом, потому что именно Пикачу проявил какую-то активность, то теперь я в этом сомневаюсь. Ведь гомункулы – это настолько странные существа, что у них может быть все иначе. И я не удивлюсь, если в итоге окажется Слоупок самцом, а Пикачу самкой. Конечно, если это вообще является спариванием. Ведь это тоже только предположение. Ну, а что это такое? Если кто-то из моих зрителей знает вот что-то такое в природе, чтобы существовало, напишите мне было бы интересно. Ну, а поскольку так долго нет никаких изменений, мне кажется, что видео уже пора опубликовать вот в таком виде, в каком оно есть. А следующее видео я сниму тогда, когда они наконец-таки уже перестанут этим заниматься. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.